Дорогие студенты, поздравляю вас с началом нового учебного года. В 2017 году правительство Украины планирует выделить дополнительные 576 миллионов гривен на стипендии в связи с увеличением доходной части бюджета аж на 17%. Ура, товарищи! Ура! К сожалению, эти полмиллиарда гривен составляют увеличение всего лишь на 11%. Учитывая уровень инфляции в 143%, мы понимаем, что абсолютное количество стипендий уменьшилось. Но пусть низменно малая сумма стипендий вас не волнует, поскольку, скорее всего, дорогие студенты, вы ее не увидите совсем. Вот это поворот! В новом году стипендии будут выдаваться только самым талантливым студентам и самым малообеспеченным. Но если у вас низкая успеваемость, то это еще не повод унывать, поскольку на данный момент критерии талантливости не прописаны нигде. Мы не знаем, спасет ли ваш отличный аттестат или попадание в топ-10% вашего вуза. Возможно, украинское правительство превратит гонку за стипендии в реалити-шоу, тем самым еще больше увеличив доходную часть бюджета. Главное, нас ждут коренные реформы. Дайте и посмотрите завтрашний день. Новое, неизвестное, невероятное и не коммунистическое. Сейчас в украинском образовании все херово. Низкий уровень мотивации студентов и преподавателей. Жуткое материальное состояние корпусов. Коррупция. Отсутствие продуктивных связей с университетами Запада. Устаревшие учебные материалы. Все это следствие катастрофического недофинансирования высших учебных заведений. Просто денег нет. Значит, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И если вам непонятно, как урезание получателей стипендий это решит, мы вам объясним. Учиться в Украине действительно трудно. Но при условии отсутствия стипендий студенту также придется работать. И после 10-часовой смены грузчиком вам лекция по сопромату покажется отдыхом. Государство и далее позаботилось о проблеме досуга. В Киеве дорого ходить в клубы. Я из Одессы, я просто бухаю. Но после дня подачи бургеров экзамен составляет больше, чем экстази. И если вы думаете, что государство о вас заботится сейчас, не переживайте, это еще не предел. Аналогичные тенденции вырезания трат на образование в западных странах показывают, что за отменой стипендий скоро будет следовать отмена бесплатного образования как такового. И если вы думаете, что мы вас будем призывать выходить на митинги, вступать в студенческие профсоюзы, давить на Министерство финансов и Кабмин, вы глубоко заблуждаетесь. Мы вам советуем также сидеть в интернете, тратить ваши последние стипендии на дорожающие вины и ждать, пока отключат тупо все. Бля, Миша, свет отключили.